Сейчас вы получите очень впечатляющее сообщение от высших сил для вас. И использовать я буду Стармен Таро. Дорогие мои, любимые, с вами снова канал Школа Таро Альвиен. И как вы помните, я Карина, таролог и практик. Итак, убираю нашу коробочку от этой великолепной колоды. И давайте нашу колоду перевернем. Видите, какие яркие карты у нас здесь. Давайте перемешаем эти карты. Высшие силы хотят разговаривать с вами. И также высшие силы хотят сегодня разговаривать с 12 знаками зодиака. Поэтому сначала вам нужно будет выбрать позицию, а потом посмотреть еще и сообщения для своего знака зодиака. Также смотрите сообщения для знака зодиака своего любимого человека. Если он у вас такой имеется, конечно. Ну или для важного человека в вашей жизни. Итак, сдвинем 3 раза. Нам нужно послушать наставление высших сил для тех, кто смотрит видео с самого начала. И Иерофант. Очень интересная карта. Она показывает, что, возможно, в вашу жизнь входит человек в скором времени, который в чем-то будет умнее вас, мудрее вас и чему-то научит. Но также проявит и благородство в вашу сторону. Может быть, поможет в решении какой-то важной проблемы. Поэтому будьте начеку, не пропустите этого человека. Итак. Первая карта показывает, в каком аркане вы сейчас живете. Ваше текущее жизненное положение, состояние. И дальше мы уже будем смотреть очень важное сообщение от высших сил. Или даже впечатляющее сообщение. Итак, давайте поставим духи для того, чтобы вы выбрали свою позицию. 1, 2, 3. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. И видео всегда актуально в момент просмотра, когда бы вы его не открыли. Мы начинаем с самой первой позиции, а остальные я убираю в сторону. Итак. Вы получите сообщение от высших сил. Первая позиция, синие духи. И первая карта сначала, в каком вы живете сейчас аркане. Вы живете в аркане звезда. Вы знаете, звезда – это очень хорошая карта. Она показывает, что человек на самом деле в данный момент, в период жизни, исполняет свои мечты. Или на пороге чего-то по-настоящему чудесного, волшебного, интересного, замечательного в его жизни. Между прочим, эта карта очень светлого человека, такого очень хорошего человека, доброго, приятного. И того, кто умеет по-настоящему мечтать. Когда мы видим звезду, мы понимаем, все будет хорошо, правда? Здесь у нас девушка танцует. Она является... для кого-то вот таким ориентиром в жизни, маяком. А также она для людей, для окружающих излучает добрый свет. И поэтому, конечно, вы сейчас можете быть вдохновлены. Вы можете сейчас исполнять либо много своих желаний, либо одну большую мечту. Более того, вы можете становиться более популярным человеком, известным, творческим, неординарным, вы можете выделяться из толпы. И, соответственно, у вас есть какой-то талант. Вы можете сиять все ярче и ярче, как любая звезда. Звезда, она же самостоятельно сияет. Ей не нужен свет других звезд, правда? Ей достаточно начать излучать свой собственный свет. Будь он любого абсолютно спектра, но она создает этот цвет самостоятельно.
конечно же, вы сейчас преобразовываетесь в нечто лучшее. Вы становитесь человеком, который, ну, что-то добился, да. Более того, человеком, который сам себя хочет реализовать или реализует. И, естественно, когда вы стоите на пути собственного предназначения, активизируются все ваши способности, таланты, дары, которые вам переданы даже по роду, с обеих сторон, с линии отца, с линии матери. Вы прекрасны. Вы просто для окружающих людей очень притягательны. Они, причем, восхищаясь вами, знают, что им до вас далеко. И, соответственно, когда вы видите, что на вас вот как-то странно смотрят, да, это на самом деле просто вот у человека ощущение, что ему не дотянуться до вас. Вот человек может смотреть так, думая, что вы гораздо лучше, гораздо талантливее, да, и, соответственно, как же ему сделать точно так же, как же ему активизировать все свои вот эти способности, как у вас, понимаете? Вот в этом здесь самая большая такая сложность, потому что звезда, она все ярче, ярче сияет, и вокруг нее все меньше собирается близких людей, а все больше чужих. Поэтому вам совет сразу же, да, держитесь за своих близких, поднимайте им самооценку, потому что на вашем фоне они сейчас меркнут. Даже ваши дети могут думать, что им до вас очень далеко, что им не дотянуться до вас, что они хуже вас во много раз. И вот это такой вот момент, такая тонкая грань, да? Перейдешь ее, и будет поздно. С другой же стороны, звезда может становиться и богатой, и популярной, и самой лучшей на свете. Ну, там, самым лучшим специалистом, самой лучшей певицей. Многие обожают, любят там, да, или писательницей, например, или писателем. Поэтому вот просто обращайте внимание на близких. А в остальном, я думаю, что вы замечательны, прекрасны и ведете себя ровно так, как это нужно на сегодняшний день. Вы танцуете. Только свой танец, каждый свой. Те, кто выбрал первую позицию, действительно исполняет вот свое предназначение, но именно в своем виде, да, вот этом. То есть мы здесь видим танцовщицу, но это же не значит, что вы тоже танцуете. Она прекрасна в своем танце, а вы в своем жизненном танце. Хорошо. Давайте теперь посмотрим. Сообщение, какое вам хотят сказать высшие силы, да? Что они вообще хотят вам сказать? Шестерка мечей. Карты крупные, да, Старман Таро. Если слышите храп, это мой мопс. Дальше, значит, сила. Ну, какие карты у вас хорошие. И следующая карта – это тройка мечей. Вообще, Старман Таро – это такая очень глубокая колода. Человек, который создавал ее, Дэвид Анджелес, он действительно поработал. Вот. Ну вот это правда. Вот бывает такое, что у колоды значение чуть ли не глубже, там, да, вот проработка, чем у самого там Таро Райдера Уэйта, от Смит и так далее. То есть, да, там тоже свои глифы, а здесь человек нанес свои глифы, вот собственные, которые, ну, не во всех-то колодах присутствуют. То есть он их сам придумал, да, эти глифы, сам их нанес. И вот получается, когда мы здесь смотрим на нашу карту, шестерку мечей, мы понимаем, высшие силы вам хотят сказать: готовься. Готовься к большому приключению в жизни. Это будет отважное приключение. И нужна твоя смелость, чтобы отправиться в этот путь. Что это может быть за приключение? Любое движение, где вы ушли от привычного образа жизни. А ведь вы уже уходите, вы же звезда. Звезда не может жить привычным образом жизни. Ну, если только она с детства не была звездой, правильно? То есть обычный человек, когда звезда, это ему все же в новинку. Если он там не 30 лет уже звезда, или там не Филипп Киркоров, да? Или там, не знаю, кто-то еще такой, Майкл Джексон. Вот. Поэтому вам нужно уходить от любого привычного уже такого
заезженного образа жизни. Высшие силы этого хотят. Они хотят, чтобы вы отправились в большое приключение, чтобы вы рискнули, чтобы вы двигались вперед. И вам нужно простить и отпустить прошлое. В любом случае. Идет проверка ваших способностей. Способности-то вот они, да? А высшие силы говорят, скоро будет большое приключение, и все твои способности будут проверены. А иначе никак, иначе никак. То есть нужно обязательно проверить, потому что человек, он познается в этой проверке. Человек познается в своем наработанном опыте, да? А еще человек познается в своей любви к Богу, как вы знаете. Много нашей жизни тратится на то, чтобы избежать этих изменений. Уход из своей зоны комфорта – это всегда риск. Это всегда как будто бы опасно. Вам страшно выходить из зоны комфорта, но нужно попробовать. Тем более, что раз вам высшие силы об этом сказали, да, что иди в неизвестность, значит, в этом есть их благословение. И вот смотрите, следующая карта, ведь у вас сила. Куда вы придете, да? Вы отправитесь в путь. У вас будет что-то как приключение, неожиданность. Но высшие силы сообщают вам, вы отправляетесь в карту сила. Высшие силы говорят, вы набираетесь огромного количества энергии, вы укрощаете себя. Соответственно, вы приобретаете уверенность в себе благодаря этому неожиданному приключению. У вас появится внутренняя выносливость, внутренняя сила. Очень такая уплотненная аура, энергетика такая крупная, да? Мощная, большая, исцеляющая. Вам нужно использовать свою силу, чтобы познать себя, свою внутреннюю сущность. Более того, у вас, как высшие силы считают, есть все, чтобы добиться в жизни успеха. Они знают, насколько вы на самом деле мощны, сильны, понимаете? А еще вспомните, вот карта сила – это 8-й аркан. Значит, он идет после 7-го аркана колесницы, правильно? Правильно. А здесь карта подобная в чем-то колеснице, тоже дорога, да? 6 мечей. И вот смотрите, как они интересно легли. Это тоже знак для вас, тоже знак, что вы отправляетесь в этот путь физический или вот какой-то такой вот сознательной осознанности, да, путь осознанности, чтобы набраться сил, энергии. Вот я считаю, что эта карта, она показывает невероятную, как женскую энергию, да, так и мужскую. То есть здесь это сочетание такое гармоничное мужской и женской энергии. И у вас это сочетание обязательно появится в скором будущем. Ну и теперь посмотрите дальше. Мы видим здесь 3 мечей. В этой колоде 3 мечей показывает наш опыт. Она показывает, что когда-то вы увидели мир жестоким и бессмысленным. Когда-то вы были в отчаянии. Когда-то вы чувствовали в жизни вот какую-то глубокую печаль. У вас всегда был талант. У вас всегда был вот этот дар, да, какой-то, и вы выражали его через вот эту боль через этот талант, понимаете? Может быть, в будущем вы станете популярным, известным человеком благодаря тому, что все чаще выражаете все свои эмоции, боль, слезы, горе, радость, веселье, счастье через ваш талант, ваш дар. То есть вот эта карта, она показывает, не стесняйся выражать. Не стесняйся говорить о своем прошлом. Не стесняйся говорить о своей боли. Передавай людям свой опыт. Высшие силы хотят, чтобы вы научили людей переживать трудности. Высшие силы хотят, чтобы вы оказали им психологическую поддержку или поддержку с помощью своего таланта, дара, да. То есть, когда мы, бывает, смотрим, допустим, на картины, читаем книги, слушаем песни или, может быть, читаем статью в газете. Это все чей-то дар, и мы успокаиваемся, правильно? И вот высшие силы, они говорят, выражай себя, даже когда тебе больно, выражай себя, потому что
Это твоя боль, она из прошлого тянется, и она должна быть высказана, чтобы люди познали этот опыт, и чтобы они успокоились, чтобы они могли через тебя познать себя, и чтобы они могли ощутить твою поддержку. То есть вот в этом ваше предназначение, в этом ваша суть, и высшие силы, они помогают вам это все осознать. Ну, вот такая у нас первая позиция. Не забывайте смотреть свой знак зодиака. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Итак, первая карта показывает, в каком аркане вы сейчас живете. Вы живете в 5 кубков, да? Карта такая, как будто бы странная, вот как психоделическая, с глазом, с таким. Интересная карта в этой колоде, 5 кубков. Здесь есть действительно целые кубки, опрокинутые кубки. Есть черная дыра, явно изображенная в виде глаза Вселенной. Вы знаете, как не пытались изобразить, да, черную дыру наши там вот эти вот все ученые, которые с этим работают, всегда получалось только вот в форме глаза. Они, бывает, там сталкиваются, начинают друг друга пытаться поглотить, это другое. Когда одну саму вот черную дыру пытаются изобразить, она именно в форме человеческого глаза. И мы с мужем как-то недавно обсуждали, вот, кстати, интересуют ли вас черные дыры, расскажите. Но нас интересует. Мы недавно обсуждали, что почему она так похожа на глаз? Ну почему? Ну у нас же тоже вот, если посмотреть вот наш вот этот вот зрачок, он какой-то такой бездонный, да? Бесконечный какой-то, черный-черный, причерный, и ты не знаешь, где у него начало, где конец, вот вообще из чего он состоит. Ты смотришь, и такое чувство, что это реально черная дыра. Если человеку взглянуть в глаз, то он логически выражает что-то, правда, всегда, особенно его радужка, он может заблестеть, как будто бы, да, и завеселиться, и в то же время может испытать, там, показать боль, да, и все такое. Но когда ты смотришь только в зрачок, ничего-тошки там нет. И никаких эмоций точно нет. Вот эта карта показывает, что человек безутешен. Его надежда исчезла, как в черную дыру провалилась. Сознание начало трансформироваться, меняться, кувыркаться, кочевряжиться. И, соответственно, вот что-то вас вот так очень гнетет. Что-то вас вот изнутри трепет как-то, вот как болью, может быть, болью вы корежитесь изнутри, может еще как-то. И вы должны позволить себе скорбеть об какой-то там утрате, может быть, о том, что с вами произошло в жизни, о своих каких-то потерях. Вы должны позволить себе, но вы не можете потерять надежду, иначе реально превратитесь в черную дыру. Вам нужно отдаться горю и очиститься через него. Это правда. Но постарайтесь не проваливаться совсем, вот, да, вот что даже надежды нет. Так точно нельзя. Нужно просто понять, что каждый проживает боль в этой жизни, не только вы. И мы никогда не можем на самом деле понять, какую боль пережил другой человек, в какой период жизни. Однако все переживают боль. Вот такое чувство: вам больно, вам плохо. У вас есть разлитые кубки. Вы что-то там, может быть, потеряли, упустили, пропустили что-то важное. Вам кажется, что вы могли воспользоваться какой-то возможностью, но не смогли сделать этого по какой-то там причине, вам кто-то помешал или еще что-то, да? Конечно же, эта карта показывает, что вам нужно научиться мечтать, надеяться на будущее, на лучшее, придумать, что есть это лучшее. Мы недавно, я не знаю почему, разговаривали с мужем, опять же, да, не только про черные дыры, а еще, знаете, про что? Я вдруг представила себя в абсолютно черной комнате, где вроде как есть пол, на котором я и нахожусь, но больше нет ничего. То есть можно бесконечно идти вперед, бесконечно назад.
или еще куда-то. Ну, ни воды там, ни еды, ни источников света. Ничего нет. Воздух, если только есть и хорошо, да, я и черная комната. Я говорю, ну, если представить меня в этой черной комнате, что я буду делать? Я же погружусь в капитальное такое конкретное, бесконечное отчаяние, потому что 5 дней без воды человек может, все. Мы начали смеяться. Я говорю, вот через сколько мне начать пить мочу? Может быть, с первого дня. А вдруг там появится вода, я как дура пила мочу. Ну вот, знаете, вот рассуждали. Он говорит, а почему ты не можешь просто представить, что это поле твоих возможностей? Ну, допустим, взяла, наколдовала там что угодно. Это же абсолютно черная комната, можно сделать что угодно. Любой мир. Я говорю, нет, ты реально смотри на вещи. Почему ты смотришь как-то с каким-то волшебством? Я говорю, я рассуждаю с точки зрения, что я попала в черную комнату, а волшебства никакого нет. Вот мы так рассуждали. Но я поняла, что в чем-то он прав. Потому что, получается, если человек оказался в этой черной комнате, он действительно может впасть в отчаяние, и последние 5 дней жизни покажутся ему настоящим адом. А ведь он мог бы действительно мечтать хотя бы. У него мозги-то есть, сознание есть. И мое мнение, что нельзя терять надежды даже в вот такой черной комнате. Никогда. У вас нет мобильного, да, у вас нет воды, еды, туалета, есть только ладошки и ваше тело, все. Я понимаю это, я понимаю, что вы, может быть, и не можете это представить. Но если представить это по сравнению с вашей проблемой, возможно, ваша проблема покажется вам довольно мелкой, понимаете? Довольно ерундовой по сравнению с тем, что могло бы быть с вами в этой черной комнате. Без людей, без всего. Попробуйте сравнить. Хорошо, давайте посмотрим, что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас. Первая карта — 6 кубков. Вторая карта — Солнце. Третья карта — 4 мечей. У вас довольно интересные карты. И я бы сказала, довольно глубокие выпали. Потому что, вот смотрите, мы с вами начнем с нашей 6 кубков. По сути, эта карта показывает, что высшие силы очень хотели бы, чтобы вы удивлялись жизни. У нас у каждого есть проблемы, обязанности, трудности. И представьте, что вы невинный ребенок. Как бы ребенок отнесся к этим проблемам, к трудностям и к обязанностям? Скажите, как бы он это сделал? То есть, как бы воспринял? Смог бы он, например, надеяться, мечтать, воображать, придумывать себе сказку из этих проблем, даже из трудностей? По сути, ребенок видит больше. Ребенок более восторжен, да? Он умеет удивляться жизни. Попробуйте удивиться всему сегодня. Капельки воды, тому, что вы можете дышать. Возьмите увеличительное стекло и рассмотрите, из чего состоит ваша штора. Или цветок на окне. Или микроскоп возьмите. Рассмотрите разные предметы. Попробуйте сходить туда, где есть телескоп. Он у каждого в городе есть в разных местах. Есть у кого-то в частных, да, есть в обсерваториях. Попробуйте так. Или, может быть, вам стоит посмотреть какой-то невероятный фильм. Понимаете, вам нужно научиться обратно, как ребенок, удивляться. Высшие силы буквально хотят, чтобы вы предавались фантазиям. Они хотят, чтобы вы сохранили свое детство внутри себя, несмотря на то, сколько вам лет. И они хотят, чтобы вы вспомнили, что этот ребенок когда-то был. О чем он мечтал? Чего он хотел в жизни добиться?
какие он желания не осуществил. Никогда не забуду, с какой радостью в 35 лет я покупала себе комиксы. Все. Потому что у меня уже были деньги на это. Я купила все, которые я хотела. Большие, огромные книги утиных историй. Том и Джерри. Они все у меня есть. Это детская мечта. Да, детская мечта. Еще я там, допустим, мечтала о некоторых там вещах взрослых уже, да, то есть когда маленькие дети видят там, допустим, красную помаду, им хочется девочкам намазаться, дорогие там духи, может быть, какие-то туфли, платья. В общем, попробуйте вспомнить вот о своих первых впечатлениях, чего вы хотели такого. Кто-то видел там, допустим, на хороших, красивых там девушках дорогие шубы, а вы еще там, не знаю, 6-летний ребенок, конечно, ему не оденут такую дорогую норковую шубу, да. То есть вот кто что. Но вам нужно вспомнить вот это, да, вот чему вы удивлялись-то в детстве. Вы это исполнили, вы захотели сделать это для себя. Попробуйте сделать это. И если вы вернетесь к простоте, к непосредственности в своей жизни, то вы станете более, конечно, счастливым человеком и придете к солнцу. То есть вот высшие силы, они вас к этому солнцу направляют. Они сказали так сейчас, что если вы научитесь обратно фантазировать, мечтать и придумывать, то вы станете счастливым человеком, которому во всем повезет. И вам, может быть, ну да, какое-то время не везло, и вы впали в это отчаяние, или там, да, кого-то что-то потеряли, но просто благодаря своей способности вернуться к своей фантазии, вы обретете гораздо больше, чем у вас было. Гораздо больше. Солнце — это радость, да, это счастье, это ваши возможности. Жизнь вам приносит возможности. Высшие силы этого хотят, чтобы вы стали счастливым человеком в будущем. И у вас будет чувство именно чистой радости. Вы будете играть, танцевать, смеяться, просто от чистого сердца, не задумываясь, что вы делаете. Вы просто позволите себе жить. Вы позволите жизни, вы позволите себе погрузиться в жизнь, как в воду. Ну, представьте, что жизнь — это море, а вы погрузились в море. А все это время до этого вы сидели только на пляже. И вы не заходили в воду. Вот представьте это. Или вас накрыло волной. Конечно, вы могли и профессионально выгорать, и эмоционально выгорать. Но мы все на это способны. То есть это нормальные человеческие такие проявления, да, когда мы забываем, и кто наш внутренний ребенок, и свои таланты, и свою способность радоваться. Поэтому попробуйте вернуться. Попробуйте вернуться тот, кто сидит в вас внутри. И как вы видите, вас приведет это к источнику, да, к первоисточнику. Мы видим здесь 4 мечей, это искусство медитации. Вы должны позволить себе отдыхать в тишине. Вам нужно медитировать, вам нужно беречь и ум, и тело. Берегите его также, ваше тело, и от лишней еды, от нездорового образа жизни, а ум от негативных мыслей. Берегите. Вам нужно отдыхать, прежде чем начинать что-то. Вам нужно научиться распоряжаться собственной энергией, которую вы раньше разбрасывали туда-сюда просто так. И не делали для себя, возможно, за всю жизнь ничего хорошего. Вам нужно этому учиться. Это долгий процесс, это великий путь. И мое мнение, что в начале вы в середине, не знаю где, но даже если вам 95, вы можете успеть это сделать. И даже если 96. Сейчас кто-нибудь обязательно напишет, а мне 96. Даже если 96, вы успеете это сделать. Я вам это гарантирую, если вы начнете. Ну, вот такой ответ. Вам дали карты по 2 позиции.
Обязательно смотрите свой знак зодиака и знак зодиака любимого человека. Какое там будет письмо от высших сил, это тоже важно. Третья позиция. Первая карта, в каком аркане вы сейчас живете. Туз кубков. В аркане изобилия, естественно, вы живете. В аркане любви. Это очень хорошая карта, в которой вы живете. Значит, вы живете в поле огромных возможностей, которые бьют через край. Вы знаете, туз кубков – это великая карта. Карта святого Грааля, исцеляющая карта. И, естественно, мы здесь видим и лотос, да, вот всякие знаки, и глаз. Естественно, это расцвет вашей жизни на сегодняшний день. Вы расцветаете. Вы живете в эпоху, да, ну вот именно своей жизни, когда наконец-то ваша душа раскрылась как цветок, и вы можете осуществить все, что угодно. Возможно, вы наполнены чувством и любви, или чувством прекрасного, или раскрыли свои таланты, и вы счастливы. Вам нужно просто позволить себе быть счастливым человеком, позволить вот этой энергии разливаться, изменять мир вокруг вас. Конечно, вы будете расти, вы будете жить в изобилии в будущем, применять ваши все таланты и вашу любовь к этому миру. Я считаю, что это человек, который наполнился смыслом жизни. У него этот смысл появился. Он имеет сейчас все поле своих возможностей просто потому, что увидел смысл жизни. Вы увидели смысл или увидите в очень-очень скором времени, в очень скором. Поэтому радуйтесь. Вы попали в туз кубков. Это большое счастье, это благословение от высших сил. Хорошо. Давайте посмотрим, что вам хотят сообщить высшие силы. О чем они хотят вам сказать. Сейчас мы узнаем. 4 жезлов. Стармен. Вот видите, как интересно, да? И прям вот хочу какую-то такую карту загадочную. Еще одну загадочную. 5 пентаклей. Интересная карта. Хорошо, давайте будем анализировать. Мы начнем с 4 жезлов. Да? Вот колода такая неординарная, необычная. Не так-то просто вам, как обывателям, ее прочесть, правда? Однако, если присмотреться, вы начинаете видеть знакомые образы или какие-то волшебные образы, нужные для вас образы. На каждой карте каждый видит свое. Итак, вот первая карта говорит о том, что вы начали включать других людей в поле своего зрения. Высшие силы считают, что вы можете с кем-то объединяться, у вас могут быть довольно продуктивные, гармоничные отношения, либо вы можете создавать, ну, может быть, какие-то отношения по вашему представлению о них. Ну, то есть вы манифестируете, да? Вы начинаете представлять идеальный образ своих отношений. И появляется именно то, что вы представили. Получается, вы можете привлечь в свою жизнь те связи, те отношения или трансформировать существующие отношения именно в ту сторону, которую вам необходимо для счастья. Высшие силы считают, что это вы распоряжаетесь вашими отношениями в жизни. И это вы можете делать их наиболее идеальными, наиболее счастливыми и долговечными. Вот я, знаете, как чувствую, да, что высшие силы здесь посылают знак, что вы можете, допустим, вступить в брак в скором времени, если вы еще не в браке. Либо улучшить отношения с партнером, с партнершей на данном этапе, вот, который у вас есть. Вот посмотрите на карту, вы видите именно счастливых людей. И вот таким человеком вы можете быть, счастливым человеком. Вы можете вот так смотреть друг на друга.
вы можете глубоко любить друг друга, можете осознавать, насколько вы важны друг для друга, понимаете? И рядом может быть с вами человек, который дорожит вами по-настоящему, который готов проявлять ответственность, который готов проявлять инициативу к вам. Неважно, мужчина или женщина, важно то, что вы нужны человеку. И высшие силы говорят об этом, да? Что вы нужны человеку. И вы можете делать отношения такими, какими вы хотите их видеть. Дальше, значит, карта еще может показывать праздник в скором будущем. Высшие силы так предупреждают, что скоро будет какой-то праздник, какое-то торжество, какая-то радость. И, соответственно, готовьтесь к этой радости, предвкушайте ее. И вот смотрите, куда вас это все приведет, да? К карте Маг. Ну, здесь это Старман. Карта показывает, что вы можете распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Высшие силы говорят, моделируй свою реальность. От чего ты бываешь счастлив или счастлива? Представляй это. Вот представьте, будто бы у вас в жизни это уже есть все, что вы хотите. Вот человек, он боится помечтать даже, он боится вообразить самое такое, да, то, что вот он хотел бы там, не знаю, 5 вилл каких-нибудь, самолет собственный. Но вам нужно разрешить. Если вы будете счастливы от того, что у вас будет собственный самолет, или там какая-нибудь вилла, или сеть этих домов, или еще что-нибудь, там набор квартир в Москве, ну или там где-нибудь там в Одессе, там еще где-нибудь, да. То есть вот вам нужно просто взять и это представить, что это уже случилось, да, случилось, что у вас это все есть, как вы этим распоряжаетесь, что вы будете делать, там сдавать или что. Может, у вас там есть, не знаю, целая деревня в Европе. Я шучу. Комплекс какой-нибудь, да, там гостиничный. Может быть, у вас есть поездка в Индию с возможностью остаться. Ну, может, вы от этого счастливы. Что угодно, да, что угодно. Может, вы хотите жить в Таиланде. Вот понимаете, главное понять, от чего вы счастливы, от чего. Может, это нематериальное. Счастлив, допустим, может быть человек от того, что его любят. Ну, как тогда вас любят, кто вас любит. Все это нужно смоделировать в голове, потому что вам дается тело мага. Высшие силы говорят, у тебя есть тело мага, ты творец, ты можешь все. Но направь свою энергию туда, куда надо. То есть, если вы будете воображать то, что вам совершенно не надо, от чего вы несчастливы, вы притянете ровно это, потому что у вас есть такая способность. То, что вы воображаете, то и будет. Если вы четко представите, как у вас появляются там, не знаю, любимые люди, деньги, имущество, работа или еще что-то, обязательно сбудется именно это. Каждый день об этом думайте, каждый день воображайте, мечтайте и все в деталях просматривайте. И высшие силы говорят, что вы добьетесь этого успеха. Вы притянете все, что хотите. Притянете абсолютно все. Дальше, значит, мы видим 5 пентаклей. Высшие силы просят вас исследовать свои собственные отношения с нуждой. У вас, к сожалению, есть страх богатства. Или у вас есть программы бедности. Вам нужно найти внутри себя этот страх. Страх быть, там, допустим, недостойным человеком для кого-либо. Страх завести большое имущество или деньги получить. Или страх быть очень нищим, тоже страх нехороший, да. И убрать, просто вот представить, что этот страх сгорел, ушел, испарился. Дальше, значит, нужно найти внутри себя сокровища. Представьте, даже пусть в самой примитивной форме вы идете внутри себя по огромному пространству и вдруг нашли огромные сундуки с золотом, бриллиантами, драгоценностями. Это тоже хорошо, это тоже помогает. И попробуйте именно взять это сокровище, принять его, а не отрицать его. Вам нельзя отрицать те сокровища, которые вы должны приобрести в жизни, которые вы должны получить. Если вы не будете отрицать энергию изобилия, которая бьет ключом сейчас в вашей жизни, у вас будет абсолютно все. И любовь, и здоровье, и молодость, и деньги, что угодно, что вы хотите для себя. Может быть, все вместе.
Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Не пропускайте знаки зодиака, не пропускайте. А мы идем с вами дальше. Послание высших сил, сообщение для Овна. Сообщение от высших сил для Овна. Давайте узнаем, что высшие силы хотят Овну сказать на сегодняшний день, когда он смотрит это видео. Мы здесь видим с вами карту умеренность. Судя по этой карте, к вам пришел сам ангел-хранитель, дорогие Овны. Он сказал о своей любви, он сказал, что он вас защищает, и сказал, что, может быть, вы и не верите, но он всегда все это время был рядом с вами. Более того, вам нужно научиться видеть необычное в самых простых вещах. Вы можете ощутить баланс, дорогие Овны. Вы можете ощутить возрождение, вы можете восстановиться, вы можете воспрять. Вам нужно просто посмотреть на мир с волшебной точки зрения. Вам нужно доверять больше своей интуиции. Вам нужно научиться мечтать и научиться, понимать, насколько мир этот удивителен. И насколько все удивительно, что происходит с вами. Иногда кажется, то, что вы проснулись, это нормально. Поели, это нормально. Дышите нормально. Пьете тоже. А ведь это не так. Настоящее чудо, то, что вы проснулись, могли не проснуться. Настоящее чудо, то, что вы можете пить чистую воду. Могли родиться в какой-нибудь Африке, да, где ее вообще нет. Настоящее чудо, что вы можете есть вот эту еду. Где-то не только еды, да, но и воды нет. Понимаете? Вам нужно научиться ценить то, что у вас есть. И научиться видеть в этом настоящую магию, волшебство. И вы увидите, как мир начнет отвечать вам. Он станет благодарен вам, что вы это все увидели. И, конечно же, вы возродитесь. Конечно, высшие силы уже послали вам, так скажем, защитника, да, который постарается сделать все, чтобы вы, дорогие Овны, возродились. Но и вы сами, можете сделать это для себя, то есть много для себя, да. Увидеть волшебство в каждом вздохе. Вот такой ответ дали карты Овнам. А мы идем с вами к Тельцам. Дорогие Тельцы, сообщение от высших сил для вас. И это у нас 5 жезлов. 5 жезлов. Как вы видите на этой карте, люди, может быть, сражаются, может быть, занимаются, может быть, они таким образом устроили какие-то, да, либо бои, либо соревнования. И, конечно же, эта карта, она показывает, что у вас, дорогие Тельцы, характер, который всегда стремится к конкуренции. Карта показывает, что вы готовы бороться, что вы готовы быть лучше других, вы готовы удерживать свою твердость, вы готовы быть настоящим, идеологом, да, то есть тем, кто защищает свои какие-то идеалы. На самом деле карта показывает, что это хорошо, что это нормально, что вы можете позволить себе быть таким человеком. Вы можете позволить себе быть конкурентоспособными. Почему? Потому что, скорее всего, вам сейчас это нужно в работе, в бизнесе, в труде или в денежных вопросах. Вам нужно не стыдиться того, что вы готовы отстаивать себя, да, или свою семью, или свою работу, а с гордо высоко поднятой головой понять, да, у меня такой характер, да, я пробивной человек, да, я лидер, да, я могу соревноваться, я хочу. И не обвинять себя за это, потому что из-за этого вы становитесь злее. То есть злым-то здесь быть не надо, да? Здесь нужно быть справедливым. Это совсем другое, это совсем иное. И потому высшие силы послали вам именно такое письмо. Скоро предстоит эта борьба. Но вы выиграете, потому что вы очень сильные. И, естественно, вы отобьете свое место под солнцем. То есть вы займете более высокое положение. Вот такой ответ дали карты Тельцам.
А мы идем к близнецам. Сообщение для близнецов от высших сил. Карты Таро Старман. Здесь выпала карта Королева Кубков. Эта карта показывает, дорогие близнецы, что вам пора стать проводником для сильной любви. В вашей жизни начинается пора любви, и высшие силы заявляют вам об этом. Возможно, вы входите в прекрасный союз. А может быть, нужно улучшить существующий союз. Вас будут как будто бы больше любить, да? Больше дарить вам любви. И вы будете отвечать. Конечно, эта карта показывает, что вы стали более чувственным, сексуальным человеком, привлекательным для других. Вы как будто бы заряжены этой энергией, да? Конечно, нужно быть более чувственным и открытым человеком и стремиться к этому постоянно с вашей стороны. Да, у вас сейчас это все раскрылось, но раскрывайтесь еще больше. Вы как будто бы должны искать наслаждение, удовольствие в своей жизни, радовать себя, радовать окружающих, но больше всего себя. У вас развивается эмпатия, вы чувствуете других, да? И у вас, конечно же, идет креативность, то есть классные идеи. Просто расслабьтесь, дорогие близнецы, просто расслабьтесь. Это очень хорошая карта, очень хорошее письмо от высших сил. Оно говорит, вы любимы и будете любить и любимы. У вас будет взаимная любовь, взаимное чувство продолжаться долго. У вас будет период страсти, там, романтики, может быть, совместного времяпрепровождения какого-то длительного. Естественно, в этот период вы способны на все. Просто идите к этому, да, исполняйте свои желания, и все будет хорошо. Ну, вот такой ответ дали карты близнецам. Следующий знак зодиака – рак. Итак, дорогие раки, давайте мы с вами посмотрим для вас сообщение от высших сил. Вышла карта Королева мечей. До этого у нас была у близнецов Королева кубков. У вас пожестче карта. Она показывает состояние такой справедливости, да? Когда ты соблюдаешь дисциплину, законы, настаиваешь на своем. Высшие силы хотят вам сказать, что вы должны дальше продолжать служить благородному делу, которым вы, возможно, уже начали заниматься. Более того, дорогие раки, используйте силы природы, чтобы улучшить свою жизнь. Постарайтесь, может быть, и ум свой тренировать, да, и логику тренировать, четко формулировать мысли, задачи, вопросы, но с другой стороны и интуицию, да, свою воспитывать. Постараться, может быть, даже побывать где-то на природе, слиться с природой, чтобы понять больше себя, да, и понять, чего вы хотите в жизни. Нужно служить только благородным делам, потому что у вас есть что-то светлое, у вас есть какая-то цель, вы хотите это осуществить, да? И, конечно же, высшие силы поддерживают вас. Они говорят, что вам дается ангельское руководство, вас будут вести ангелы по этому пути. Просто вам нужно видеть их знаки. И действительно, возможно, дорогие раки, в последнее время вы эти знаки уже замечали. То это какие-то цифры, то повторяющиеся цифры, может быть, какие-то длинные числа или еще что-то. Обратите внимание, вам уже посылаются знаки, вот у вас есть какое-то дело благородное, хорошее, и высшие силы, конечно, говорят, что нужно продолжать это дело, продолжать. Ну, вот такой ответ дали карты ракам. Теперь следующий знак зодиака – это лев. Сообщение от высших сил для льва. Пятерка мечей. Пятерка мечей. Послание заставляет меня задуматься. У вас есть что-то, дорогие львы, что вам обязательно нужно сейчас добиться в жизни. Высшие силы хотят этого. И как будто бы они говорят, что вы за что-то сражаетесь, и победить нужно любой ценой. Бывает такое, что победа дается нелегко, даже с жертвами, допустим. Но вам нужна эта победа, дорогие львы. Вам правда она нужна. Есть что-то, где вы просто не имеете права проиграть.
Также нужно уметь сражаться и со своей внутренней темной сущностью. То есть бывает, вы хотите опять опуститься на дно. Допустим, сорваться в зависимость или в ненужные отношения. Сражайтесь. Сражайтесь, любой ценой победите. Используйте свои преимущества. Вас окружают тени на сегодняшний день, и вы можете их все разогнать. Вам просто нужно действовать, исходя из собственной честности, дорогие львы. Вы можете взять себя в руки, вы можете одержать эту победу как над собой, так и над той ситуацией, которая у вас возникла. Ну вот такой ответ дали высшие силы львам. А мы идем с вами к девам. Дорогие девы, давайте посмотрим письмо, сообщение от высших сил для вас. Восьмерка пентаклей. Но здесь человек, он прям творит, строит. Посмотрите внимательно на эту карту. По сути, высшие силы хотят вам сказать, что вы были рождены для какой-то миссии, для работы, для дела. Может, даже это творчество или бизнес, что угодно. У вас есть то, что вы должны делать, дорогие девы. У вас есть какая-то вот работа, которую вы должны исполнять. И высшие силы говорят: делай эту работу. Ты рожден для этой работы. Ты делай эту работу. Вот если у вас, допустим, может быть профессия какая-то, хобби, увлечение, делайте это. Высшие силы также наставляют вас, чтобы вы тренировали свои навыки. Вам нужно и других поощрять, чтобы они становились лучше. И получать радость, удовлетворение от работы. И все больше совершенствоваться. Дорогие девы, вам придется в ближайшем будущем очень хорошо и много потрудиться, поработать. Но оно того стоит, поверьте мне. Оно того стоит. Вы получите гораздо больше, если вы будете заниматься любимыми делами. И более того, это только такой путь к богатству. Путь к богатству через нелюбимые дела – очень сложный путь. И он полон разочарований, бед. И эти деньги, от них потом тошнит. Но если вы делали всю жизнь, или хотя бы начнете сегодня, да, делать то, что вы любите, эти деньги, вы до них даже внимания не обратите. Вы их все получите, но самое главное для вас будет это делать свое дело. И испытывать от этого удовлетворение, радость и счастье. Самый счастливый человек – это тот, кто занимается любимыми делами в жизни. Ну вот такое сообщение получили девы от высших сил сегодня. Следующий знак зодиака – весы. Давайте посмотрим сообщение от высших сил для весов. Ух ты, вам выпала карта «Мир». И в первую очередь, конечно же, высшие силы хотят сказать весам по этой карте, что их любит Вселенная, что их любит Бог. Вам нужно напомнить об этом. Напомнить, потому что вы забываете. Конечно же, эта карта говорит, что наступает в вашей жизни благоприятный период, дорогие весы. И высшие силы передают вам эту информацию. Вы будете успешны. Вы уже добились успеха в чем-то. Но будет успеха еще гораздо больше. Вы будете жить в гармонии как с Землей Матушкой, так и с космосом. Вы вокруг себя скоро соберете людей и будете передавать им свои лучшие знания, свой лучший опыт. И, между прочим, если вдруг у вас, дорогие весы, нет второй половинки, нет близкого человека, то высшие силы передают вам сообщение, что скоро у вас появится такой человек и будут очень прочные, гармоничные отношения. Ну, вот такой ответ дали карты и высшие силы весам. А мы идем с вами дальше. И следующий знак зодиака у нас – это Скорпион. Итак, дорогие скорпионы, давайте посмотрим сообщение для вас от высших сил. Что они хотят вам сказать? Вышла карта Иерофант. Если вы смотрели это видео с самого начала, то вы знаете, что эта карта выпала сегодня второй раз. Итак, ваши сообщения, дорогие скорпионы. Карта показывает,
что в вашей жизни появляется хранитель духовного знания. Высшие силы хотят вам сказать, что вам идет либо ангел-хранитель, который является вашим учителем, да, в небесной оболочке, либо в физической оболочке идет ваш учитель в вашу жизнь. Более того, высшие силы просят вас учить других тому, что вы знаете и сами. То есть не только вы учиться у других должны, да, у кого-то, у своего учителя, но и других учить, передавать то, что у вас есть, да. И также, конечно, вы как будто бы родились с даром учителя. Вы родились с даром преподавания или передачи информации. И вам нужно использовать этот дар по полной программе. Конечно же, Скорпион – это такой знак зодиака, у которого действительно есть невероятные способности. И как эти способности могут быть магическими, так и способности могут быть именно невероятного воздействия на людей. То есть, может быть, какие-то способности, вы знаете, как у кого-то, как гипнотизер, да, как гипнотизер. То есть вы можете не просто передавать информацию, вы можете внушать информацию. И получается, если вы будете внушать информацию или как бы передавать информацию другим людям, они, скорее всего, усвоят ее гораздо быстрее, чем у любого другого человека. То есть у вас есть дар этой передачи информации. Будьте этим проводником для высших сил. Ловите канал связи, дорогие скорпионы, и делитесь с другими людьми. Я считаю, что это великая миссия, и высшие силы, они хотят, чтобы вы этим занялись. Через статьи, через книги, которые вы пишете, да, через даже стихи, которые вы пишете, через учебники, которые вы создаете, может быть, какие-то интернет-ресурсы, онлайн какие-нибудь лекции, консультации, личные собрания. Вот какой у вас есть навык, да, постарайтесь из этого создать вот этот процесс передачи, и все у вас будет хорошо. Ну вот такой ответ дали карты и высшие силы Скорпиона. Следующий знак зодиака – Стрелец. Дорогие стрельцы, что же вам хотят сказать, сообщить высшие силы? Давайте узнаем. Туз пентаклей. Вот и досталась вам счастливая карта, талисман. И я считаю, что это прекрасно. Высшие силы, дорогие стрельцы, только что вас благословили. Вас ждет богатство и процветание. Деньги, к вам идут деньги. Но также эта карта показывает, что вам нужно посадить семена чего-то чудесного. Вам нужно начать какой-то необычный проект. Высшие силы просят вас об этом. У вас есть все, что вам нужно, чтобы это сделать. Вы можете полностью отдаться какому-то делу, дорогие стрельцы. У вас есть сила жизни, она имеет невероятный объем. Вы можете вырастить что угодно. Растите положительное, да? Выращивайте положительное. Бросив один раз семечко в землю и поухаживав за ним, вы получите невероятный результат. Конечно же, вам стоит заняться чем-то потрясающим. И скоро вы увидите, как вы разбогатели. Более того, вы обладаете невероятной способностью и правда чем-то увлекаться с головой, дорогие стрельцы. И я считаю, что грех не использовать этот свой талант. Попробуйте, и скоро у вас все получится. Вы поймали самый счастливый знак. А мы идем с вами дальше. И следующий знак зодиака – это Козерог. Дорогие Козероги, давайте посмотрим, какое сообщение вам хотят передать высшие силы сегодня. Ой, взгляните, карта упала. Колесо жизни. Не могу не принять ее во внимание. И одну, которая должна быть из колоды взята, достанем. Итак, колесо жизни и императрица. Потрясающие карты. У нас ведь здесь послание высших сил. И вдруг падает карта из колоды, дорогие Козероги. Как же, да еще и колесо, да. Как же не принять во внимание такой невероятный знак?
Всему есть свое время, говорит этот знак. У вас в действии сейчас кармические силы. У вас сейчас балансируется свет и тьма в жизни, дорогие козероги. И вам нужно понять циклы природы. Вам нужно созерцать поток времени, потому что, везде бывает, да, вот этот цикл. Например, весна, лето, осень, зима. Это же цикл. Также есть цикл и в жизни человека, да. И он от рождения идет до самой смерти, до старости и так далее. То есть во всем есть циклы. И вы сейчас, может быть, с чем-то боретесь, а бороться-то и бесполезно, во-первых, а во-вторых, не нужно. Есть истина, и она едина, все меняется. Наша жизнь — это постоянная эволюция, и ваша жизнь, дорогие козероги, сейчас меняется. Вы живете уже в переменах. Поэтому расслабьтесь. Вам нужно смириться с тем, что перемены наступают. И вам нужно влиться в поток. Но вот представьте, что вы гребете против течения бурной реки. Не понимаете даже зачем. Вы все равно с ней не справитесь. Если же вы раскинете руки, расслабитесь, то начнете оглядываться, пока вас несет поток, и постепенно увидите какой-то шанс зацепиться за дерево, за ветку, да, еще за что-нибудь и спастись. Но если вы будете грести против течения, вас просто куда-то унесет, там, не знаю, прибьет камням и все. Уже потом на дне где-нибудь. Вот вам нужно это просто осознать, что у нас есть жизнь. Она имеет эти циклы. У вас сейчас одно время года, да, будет еще другое, и третье, и пятое, и десятое. Поэтому просто вот войдите в этот поток, войдите в это течение. Тем более, что следующая карта у вас — это императрица. Высшие силы сообщают вам, что все возможно. Вам просто нужно позволить изобилию войти в вашу жизнь. Дорогие козероги, не за горами тот момент, когда вы станете более богаты, более стабильны, более счастливы в личной жизни. Это все наступит в скором времени. Но вы даже об этом не подозреваете и гребете против течения. Попробуйте опять же понять. Я умею мечтать. Все возможно. У меня все получится. Настройтесь на поток плодородия Вселенной. У Вселенной есть разные потоки. Есть поток плодородия, есть поток изобилия, да? Но также есть и другой поток, на который вы очень любите настраиваться. Поток полнейшего негатива, хаоса, аута, да? Зачем? Настраивайтесь на поток плодородия Вселенной. Дорогие козероги, начните что-то осваивать, выращивать, развивать. И вы увидите, что в вашу жизнь вошло лето. Императрица символизирует середину лета. Это жизненная сила, энергия, счастье, радость, здоровье, творчество, изобилие, процветание, любовь. Понимаете? Вы скоро все это получите. Просто нужно заняться тем, что вы должны сейчас делать, что вам высшие силы сказали делать, да? Выращивать, создавать, творить и настраиваться на хорошие, позитивные энергии. Вот такой ответ дали карты Козерогам. А мы идем дальше. Следующий знак зодиака у нас Водолей. Итак, дорогие Водолеи, давайте посмотрим сообщение высших сил для вас. И здесь вышла карта девятка пентаклей. Это замечательная карта богатства и процветания. И, естественно, высшие силы сообщают вам о том, что скоро в вашу жизнь придут хорошие деньги, дорогие Водолеи. Вы станете более богаты и обеспечены. Но также эта карта показывает, что высшие силы передают вам такое сообщение. Вы отвечаете за свою судьбу и за то, что, по вашему мнению, вы заслуживаете. Вам нужно знать свои таланты, вам нужно развивать свои дары. Понимаете, дорогие Водолеи? И пришло время реализовать свои мечты в этом мире. Вы отвечаете за свою судьбу. Высшие силы, они хотят, чтобы вы это знали. Вам нужно действовать, вам нужно развивать свои таланты. Вам нужно делать то, что вы любите. Вам нужно делать то, что вы в себе цените, за что вы себя уважаете. И
Если вы будете потихоньку, день за днем это делать, вы расцветете, вы станете действительно состоятельными людьми, и у вас все наладится в жизни. Будет и любовь, и здоровье, и обеспеченность, просто потому, что вы позволили себе развивать свой дар. Высшие силы посылают вам потоки изобилия в жизнь. Поэтому все скоро будет хорошо. Ну, вот такой ответ дали карты Водолея. А теперь рыбы. Сообщение от высших сил для рыб на Таро Старман. И у вас вышла карта правосудия, дорогие рыбы. И, конечно, в первую очередь высшие силы хотят вам сказать, что посеешь, то и пожнешь. И что нужно выбрать путь истины сейчас, на данном этапе жизни. По сути, правосудие – это принцип кармы, да? Есть действие, а есть последствия. И, соответственно, вам нужно вернуть свою силу. Попробуйте инвентаризировать вашу жизнь. Разбейте ее там, не знаю, на категории, да, по полочкам. Распишите все свои успехи. Признайте свои успехи. Распишите все свои поражения. Признайте свои поражения, дорогие рыбы. Вы увидите, насколько это эффективно. И вы увидите, что, по сути, вы являетесь организаторами своей жизни. Ваши мысли, чувства, действия привели вас к той сегодняшней точке, в которой вы находитесь. Вы можете поблагодарить себя за то, что было положительного, и даже пусть пожурить себя за то, что было отрицательного. Но вы точно знаете, как вам действовать, чтобы быть счастливым человеком. На той же бумажке вы можете расписать план действий. Как мне стать счастливым человеком. И вы увидите, насколько это эффективно. Каждый день пишите план. Карта очень организовывает, да? И пишите план о том, что вы будете делать сегодня. И непременно сделайте это. Высшие силы хотят, чтобы вы дисциплинировали себя, дорогие рыбы. Вы можете добиться очень многого. Вы один из самых сильных знаков зодиака. И именно карта правосудия пришла к вам сегодня, чтобы вы эту силу всю активировали. И чтобы вы взяли себя за нос, вытащили срочно из этой ямы и победили. Победили все свои любые проблемы. Вот такой ответ дали высшие силы рыбам. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал, поддерживайте мой канал, ставьте лайки этому видео, будьте спонсорами канала или поддерживайте донатами. Это все очень важно для нас. Увеличивайте размер просмотра, кликайте по рекламе, если она у вас есть. Любая поддержка сейчас очень важна, потому что ровно после Нового года, еще ко всему тому, что с нами уже сделали, еще и убавили доход в 4 или в 5 раз на 1000 показов. То есть еще и вот так сделали с нами. Нас всячески пытаются пока что придавливать. Поэтому я жду, что вы будете с нами. Это очень важно для нас в этот сегодняшний тяжелый период. Всем пока и до новых встреч.